Наконец-то настал тот момент, который все так долго ждали. Cortex Command. Всем привет, вы на канале Art7, и сегодня я расскажу о проекте компании Data Realms, который так и не смог стать игрушкой мечты, хоть и очень старался. Проблемы касались в основном мультиплеера, оптимизации, и в целом по игре видно, что она кажется вот такой вот неполноценной и, вернее сказать, незавершенной. На сегодняшний день игра будет казаться альфа-версией очередной маленькой инди-студии, и, по правде говоря, это так. Игра стала интересной и прожила небольшое, но счастливое время только после того, как у нее появились моды и немаленькая креативная и талантливая комьюнити. Игра Cortex Command или CC вышла уже в далеком 2012 году и представляет себе вот такой вот микс из песочницы и экшена. Немножко напоминающий всеми любимые вармсы, но в реал-тайме, как раз из-за разрушаемости ландшафта. И также обладала переизбытком реализма, хоть и в 2D. Я часто себя ловил на мысли и любил фантазировать, как же было круто поиграть вот в этих вот червячков, но в реал-тайме. И, впрочем, находил интересные проекты, которые пытались это реализовать до того, как это сделали сами Team 17. К примеру, игрушка Солдат. Это вот такой вот дитё Counter-Strike и червей, разработано всего лишь одним человеком. И это был 2D шутан 2002 года. С очень неплохой физикой, баллистикой. Игрался очень динамично, заточен был под мультиплеер, даже с рандомами играл, очень было прикольно. Еще один проект, который казался больше похожий на вармсов, это Open Lyra X, который был клоном игры, но с мультиплеером игры Lyra в 1999 году. И где была и веревка, и разрушаемый ландшафт, куча взрывоопасных предметов, и, как по мне, главным минусом Lyra было именно управление. Как и в Солдате, игра имела несколько режимов игры, захват флага, дезматч, но в целом, как по мне, Солдат был более продуман и интересен, хоть и не так сильно был похож на червяков. И вот однажды я наткнулся на какую-то дюжу стрёмную игрулину под названием Cortex Command. Не так, сейчас. Cortex Command. Нет! Да! Нет! Да! Нет! Да! Величайший римский гладиатор по прозвищу Великая Дубина! Уйди, дубина! Знакомство с Sony прошло, мягко говоря, не очень, и на тот момент у меня был очень слабенький компьютер, и игра просто была не по зубам моему старенькому четвертому пеньку. Так почему же стрёмную? Просто из-за того, что кроме слайд-шоу я тогда в игре ничего не увидел. И, кстати, о производительности КК мы еще обязательно поговорим. Чуть позже у меня появилось более крутое железо. Это был ноут, который обычно студенты выпрашивают у своих для учебы. И я снова встретился с Cortex Command. Влюбился в нее, как ребенок, в свою первую мягкую игрушку. Друзья меня особо не понимали, и я старался им показать, почему же она офигенна, почему в нее нужно срочно играть с утра до ночи, и желательно на горячем стуле, попивая колу с чипсами. Даже сейчас некоторые элитные друзья используют название игры в качестве троллинга. Видимо, я перестарался в свое время, рекламируя данную игру. Ладно, хватит предыстории. Игровой движок Cortex был разработан Дэном Табаром с использованием нескольких библиотек с открытым кодом. По состоянию на май 2008 года игра находилась в разработке примерно 7 лет. А Дэн Табар уволился с работы в середине 2006, чтобы полностью работать над своим проектом полный рабочий день. На игру также оказало влияние XCOM, что и не скрывали разработчики, и это было заметно. В июле 2019 года исходный код был выпущен как программное обеспечение с открытым исходным кодом. Что приятно удивило, поскольку я думал, что проект давно забросили даже фанаты. Но как же я обалдел, когда узнал, что сейчас, в 2022 году, продолжается работа над продолжением игры от комьюнити, которую назвали уже не КК, а от Cortex Command Community Project. Саундтрек к игре написал знаменитый композитор Дэнни Барановский, известен также по трекам из Binding of Isaac, Super Meat Boy, Crypt of Necrodancer и других игр и фильмов. К слову о саунде, я не могу
могу не упомянуть, что к записи интро в игре была вовлечена группа Мачайна Сапримасси. Что ж, у игры есть все. Талантливые разработчики, художники, которые горят проектом, крутой композитор. Что же могло пойти не так? 44 балла от критиков и 7,3 балла от игроков на метакритике. Критики твердят о том, что игра не была завершена, и они правы. Но по отзывам игроков, игра не была потеряна, хоть и понять, в чем интерес в игре суждено было немногим. Игра не смогла набрать достаточного бюджета, и казалось бы, разработчики отойдут от игры своей мечты, но через несколько лет мы видим, что уже есть трейлер на новое чадо Data Realms. Planetoid Pioneers, конечно же. Проект, который должен был стать полноценным и полностью продуманный до малейших деталей младшим братом Cortex Command, но лучше. Однако разработчики как будто наступили на те же грабли, и пионеров не оценили даже фанаты CC. Так, все, хватит. Что же мы все о плохом? Давайте попробую показать сильные стороны игры и чем она привлекала мое внимание и затягивала на часок-другой. На деле все очевидно. Я неспроста говорил, что игра в какой-то мере песочница, и некоторые игроки отмечали в ней потенциал, количество возможностей, видели в ней свои правила игры, отличные от тех, что нам подали разработчики. И я в том числе. Если игра сэндбокс, это не означает, что игра должна повторять популярные на сегодняшний день симуляторы выживания, строительство базы, колонизацию далеких миров. Здесь сэндбокс составляющая просто иная, и некоторые моды из мастерской могут это доказать. И я очень надеюсь, что большинство зрителей поймут, что я имею в виду ближе к концу этого ролика. Для тех, кто не знаком с КК, возможно, стоит рассказать сюжет и завязку. Их тут нет. Единственное, что можно сказать о сюжете, находится в интро к игре. Человечество погрязло в больших войнах, что привело к катастрофе. Однако это дало пинок к развитию технологий, и люди научились отделять мозг от тела, что позволило им путешествовать по космосу. Однако вскоре все пришло к тому, что и было на Земле, а именно недостаток ресурсов, что и привело к очередным войнам. Вот и все. Режимов игры всего два. Это сценарий и кампания. Начиная кампанию, мы настраиваем начальные условия, выбираем технологию и пытаемся захватить и удерживать территории и разбивать особых дронов с мозгом. Другие технологии будут также доступны, но за большую стоимость. Технологии здесь по сути это фракции со своими юнитами, космическими кораблями, капсулами для приземления, оружием и так далее. Что касается геймплея, то в кампании он разделен на две фазы, или я бы даже сказал на три. Первая это стратегическая фаза, чисто для галочки, это вам не XCOM. Выделяем бюджет для штурма или же для обустройства базы. Основная фаза геймплея это стратегия с полупрямым управлением в реальном времени. Соображать и действовать было необходимо действительно быстро, если вы хотите подтягаться со сложностью орехи с восклицательным знаком. Вы можете просканировать место высадки, а без скана это вообще Unreal Engine, и выбрать место посадки вашего отряда. В отряде обязательным юнитом будет хлипкий дроид с мозгами, и потеряв его, вы тут же теряете всех юнитов и проигрываете битву. Также после высадки необходимо было найти и уничтожить мозги оппонентов. Если выигрываете, территория становится вашей, и теперь можно выделять бюджет на обустройство базы. А это как раз и есть третья фаза. Тут же вы можете потратить миллион часов на продумывание обороны, особенно если бюджет позволяет. Строить в этой игре достаточно интересно, инструментов для этого предостаточно, и пройдет немало жопа часов, чтобы создать свой бункер мечты. Чем, я уверен, любители КК и занимались. Сценарии были, как по мне, более интересны. И в игре без модов тут есть несколько прикольных штук. Например, One Man Army, где вам дается рандомный персонаж и рандомное оружие. Просто пытайтесь выжить как можно дольше. Очень классный режим, который позволяет еще сильнее прочувствовать контроль персонажа. Или, к примеру, местный скирмиш. Стройте базу, пытайтесь отбиваться от штурма. И также обратный режим, где уже вы должны штурмовать базу. Есть более стандартный скирмиш, где на карте две базы, добывайте золото, пытаетесь пробраться и разрушить мозг оппонента. Во всех перечисленных режимах есть и hot seat, и минусом тут уже будет скорее ваш небольшой монитор. Размер экрана в этой игре очень важен, и на маленьком будет неудобно играть, даже вдвоем. Играя в соло, некоторое оружие имеет настолько большой радиус поражения, что вы не будете видеть, куда стреляете. К слову, один из самых явных минусов игры, но не чтобы уж сильно критичных. Фракции в этой игре проработаны солидно, и уверен, что каждый найдет своих любимчиков. Их всего 6 штук, и они
очень неплохо продуманы. Дами. Это такие вот оранжевые роботы, дроны, шагающие турели, отличаются своей дешевизной за счет этого многочисленностью. Нет разнообразия моделей, сделаны из пластика и достаточно уязвимы для пуль. Прочность и надежность оставляют желать лучшего. Потеря конечности, однако, для таких дронов пустяк, и они могут спокойно продолжать бой. Также имеют свой дропшип и капсулу. Следующая фракция – коалиция. Моя любимая фракция – это либо клоны, либо киборги, в общем, скорее люди, потому как могут истекать кровью. По стоимости акторов и оружия середнячки. Акторы в этой игре это такие, в принципе, все юниты, которые могут ходить и летать на джетпаке. Они классны тем, что круто выглядят и более мобильны и надежны. Также отличаются тем, что есть две автотурели, одна мобильная и стационарная. Обе модели автотурелей с миниганом. Дэчон. Еще одна фракция роботов, но более дорогие и используют мощные передовые технологии. Достаточно надежные и имеют уникальные приспособления. К примеру, варп-граната, которая при взрыве телепортирует в то место, куда упала эта граната. Ронин. Наверное, самая обычная фракция людей. Все оружие из реального мира, тут и МК, и АК, и СПАС. Исключением является, наверное, только ручная установка, стреляющая ракетами с пилой. В общем, пробивает любую броню, и это очень веселая штука. Мне, к слову, понравилось, как разработчики подошли к созданию оружия в игре. Императус. Фракция роботов. Имеют разнообразие аж в 3 различных моделей для своих целей. Бойный арсенал, оружие, надежность и живучесть. Бродкуд. Последняя фракция людей, которые очень суровые и самые живучие из гуманоидов. Но, к сожалению, очень дорогие. Но зато имеют очень веселую ракетницу и огнемет. Все фракции по-своему хороши и каждая имеет свои особенности, что очень здорово. В Cortex команде просто исследовать, пробовать, экспериментировать — это одно удовольствие. Лично для меня это одна из самых прикольных фишек игры. Каждый раз ты придумываешь новый метод колупания пальцем в песке, высыпая очередной раз свою большую коробку конструктора, взятую с самой верхней полки кладовки. Но больше, конечно же, удивляли мелочи и нюансы. И когда ты их осознаешь, ты понимаешь, насколько это круто. Дело в том, что движок игры интересен в том, что каждый пиксель, будь то травинка, земля, песок, металл, камень, имеет свою прочность и вес. Каждый пиксель. Взять тот же бункер. Почти любая его часть в основном состоит из бетона, но также, если приглядеться, вы увидите вот такие вот полоски. Это уже металл, он прочнее. Ладно, там бункер. Каждый актор состоит из полноценных частей тела. 2 руки, 2 ноги, голова, все как положено. Потерял ногу? Ничего страшного, можно попрыгать, можно и на джетпаке, будет только легче. Потерял руку? Ну, используешь только пистолеты или другие орудия, которые не требуют обеих рук. Оружие, шлем, броня также имеют свои металлические части. Могут слететь с персонажа, если в них попасть. Шлем может сломаться, куски брони тоже. Главное, что каждый такой момент можно отчетливо увидеть. Откололся кусок шлема, и он падает на землю. И теперь по этому маленькому кусочку можно будет ходить. Блин, ну это же офигенно, как такое может не удивить и не заставить игрока разобрать каждого актора на составляющие. Физика не перестает удивлять даже на этом. Дело в том, что вы можете весом своего персонажа задавить другого. Можно даже на скорости влететь на кого-то или что-то повредить. К примеру, дропшип. У него может сломаться двигатель, и он больше не сможет лететь. Через время он также взрывается. Осколки разлетятся в стороны, которые придавливают других акторов. Можно одним дропшипом налететь на другой и устроить огромный бадабум. В общем, согласитесь, здесь есть где разгуляться. Креативные умы найдут и более изощренные варианты поиздеваться над маленькими солдатиками. Теперь о минусах игры. Хочется коснуться только критичных минусов, по моему мнению. Первое — это то, что в КК нужно играть на большом монике. Ну серьезно, как можно было сделать настолько огромный рейндж орудий и такой маленький обзор без возможности масштабирования? Скорее всего, это ограничение движка, но тогда следовало делать игру не такой динамичной, более медленной, чтобы при этом каждый игрок мог использовать орудие для своего назначения, а не так, что кто шустрее палит на кнопки, тот и выиграл. Второе — это мультиплеер. А точнее, его невозможность из-за особенностей движка. Да, хоть сид — это круто, весело, в кругу друзей, но онлайна тут очень не хватает. В Planetoid Pioneers они сделали статичный ландшафт, что упростило внедрение онлайн-мультика. Но здесь можно было бы тоже чем-то пожертвовать ради этой очень недостающей функции.
К слову, на какой-то старой версии игроки-энтузиасты играли и по онлайн, можете поютубить. Третье — это оптимизация. Опять же, дело в движке. Для своего времени игра требовала сильное железо, особенно если вы устраивали масштабные эффектные зарубы. Еще бы хотел отметить рандомность. В игре не хватает таких себе правил, которые бы не позволяли умереть на каком-то полном рандоме, получив осколок в голову дроида с мозгом. Это скорее всего из-за того, что не были продуманы режимы игры более основательно. Ну и последнее — это скудность кампаний, сценариев и карт. При всем своем разнообразии инструментарию в игре можно было бы придумать что-то более интересное. Кампания слишком рандомная. Хотелось бы увидеть какие-то кастомные, прикольные уровни с разным геймплеем. Но этот минус зафиксили мододелы, за что им низкий поклон. Но главной вишенкой на торте — это моды к игре, о которых я расскажу позже в следующем ролике по Cortex Command. А пока это все, что я хотел бы вам рассказать по оригинальной игре, в том виде, в котором нам и предоставили разработчики. Благодарю за просмотр, ставьте лукасы, если нашли это видео интересным, или если хотите поддержать мою деятельность. Ведь только отзывы и фидбэк дают мне силы развиваться и делать более качественные и интересные видосы. А на этом все. Вы были на канале Art7. Поддерживайте Украину и украинцев в столь непростое для нас время. Желаю удачи и только интересных и креативных вам игр. Пока.